тыгадык, тыгадык. Да, поздно уже включать всякую музыку и там прочее. Что-то я тут шипеть начал. Та-да-так-тарам. Та-да-так-тарам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ой, ребята. Так, раз-два, раз-два. Да, все отлично. Окей. 86%. Так. И чё? И чё? И чего? Да. Но в целом... ну да, я же, блин, вот этой херней занимался. Так, вот это... Подточенные ступени звонкого пути, отыщить попавшего в беду жука. Над лагерем, обвитым нитями чернее страха. Ага. Над лагерем. Господи. Так, ну ладно. Правин. Этот клинок, коготь ты мой. Самая искусная работа. Хоть фармул, сейчас мне легко, но в болезненном полумраке твоя игла будет сиять ярким светом. Ну, короче, это максимум прокачки. Так. Безопасно ли? Что? Что мы сделали? Так. Надо все-таки поставить арфу. Сударыня курьерную, ужас тут творятся, пещеры дрожат.
Вау, впервые игра зависла. Так, исторгая вопли дикой боли. Что это было? И посмотрите на наших новых друзей внизу. Бедняги сгрудились внутри колоколов, и их сердца трепещут от страха. А что насчет вас? Вы ведь здесь, чтобы помочь? Да-да? Доставки нужны сейчас пуще всего. Когда в пещерах воцаряется мрак, без доставок совсем никак. Припасы для лагеря выживших. Лагерь. Так, вот это интересно. А где он находится? У вас новое место для доставки, не так молят об этих посылках. Посылки нужны для тех, кто выбрался из разрушенного лагеря возле костей. Живых там осталось совсем немного. Но они должны быть шибко голодные, да и раненые у них есть. Вот где они расположились-то. Вот оно чё. Михалыч. Понятно. Ну я могу попробовать, в принципе, пойти. Давайте так пойду. Даже без скорости, я думаю, нормально. Угу. Блин. Мне кажется, это... Блин, я думал, у меня другое стоит. Я думал... Уходим. Да, блин. Ничего себе. Как я сильно не понял. Блин, я вообще не понимаю. Так, все правильно. Да блин, ну что ты за... Ой, окей. Но я таки доставила. Барышня, не сомневался, что вас удастся выжить. Вы ведь столько всего умеете. К несчастью, большинству здешних обитателей не так повезло. Наш когда-то процветавший лагерь внизу больше не может дать безопасного пристанища ни одному мужику. Все раздавил и поглотил эта черная напасть. Флик, мастер по ремонту. Я только сейчас узнал, как его зовут, кстати. Нигде сейчас не безопасно, сударь, но я рада, что хоть кто-то из вас уцелел. И знаете, я постараюсь все исправить. Сделать для этого все, что в моих силах. Хотите усмирить наш бушующий мир? Это поистине благородная цель, барышня. Не думаю, что хоть одному мужику по силам это остановить. Но меня радует, что ваш запал не иссяк. Вы все еще считаете иначе. Отдыхать тут с нами сколько захотите. Приятная компания. Лучше из того, что мы можем... Из того, чем мы немногие выжившие можем сейчас мечтать. Вот тена, ну и везение. Наше желание исполнилось даже в столь темный час. Вы явились для нас, вы истинная спасительница, барышня, и без сомнения заслужили признательность всей нашей гремучей братья.
Рада помочь вам, сударь. Надеюсь, вашей маленькой компании эти припасы помогут. Окей. Добрый день. Хочу вам предложить свою кандидатуру на должность пиар-менеджера. Напишите, пожалуйста, после окончания стрима по поводу этого мне в Телеграме Стикнса Брейв. Так, никак не могу отпустить вас безнаградно за все ваши труды. Примите эти бусины. Тут они теперь без особой надобности. Но вам в ваших странствиях, глядишь, и пригодятся. Окей. Так. Хорошо. Так. Значит, грибы где-то тут. Настолько вот здесь. Блин. Ни одного гриба не вижу. Вообще не понимаю. Так. Ну, может быть там. Я не знаю. Посмак.
Да ё-моё. А где он расположился-то? Над лагерем. Над лагерем. Ну это вполне себе над лагерем. Или вот прям конкретно над ним. Вот лагерь. Вот сюда, что ли? Почему-то мне кажется, что прям да. Вот именно там. Так, ну. И что тут у нас? Ничего. А если... Нет, ладно. Другая композиция не работает. Я попробовал по-всякому. По моему мнению, это слабое заклинание. Привет, Hope Q 1512. Слабое заклинание. Так это не заклинание, это игра на однострунном инструменте. Типа. Так. Ну, типа, оно никак не назначено для Нет, сражения. который ты прожимаешь на F. На F. Я на геймпаде играю. Я без понятия, что там на F. А, ты вот про эту приколюху, вот ты про это, да? Ярость рун? Да не, он довольно-таки сильный очень. Особенно, когда идет какой-нибудь мображ. Заклинание шелка. Да, я понял. Когда идет мображ или вообще, в принципе, там босс какой-нибудь, он довольно много урона наносит на самом деле. А если его еще и усилить с помощью, ну там скажем, электричества, так вообще шикарно. Шикарная штука на самом деле. Да, долго, да, бывает не попадаешь, но по факту, если поймаешь правильный тайминг, ну то есть сделаешь все по красоте, то да. Ну то есть он вполне себе справедливо себе предлагает Фестиваль блушек прошел. да. Вполне себе предлагает нормальный такой вариант. Не просто типа нажал, победил, а ну выбери правильный момент. И все получится, типа. Я сейчас выполняю вот этот квест. Закат эпохи. Очень такой хер поймишный квест.
Вот под капеллой понятно. Это понятно. То есть разрушена воля монарха. И над лагерем, обвитым нитями чернее страх. Вот это хер пойми где. То есть были варианты мне, что это, ну, может быть, Звонвиль был, да? Ну, как бы логично. А, бля. Здесь, что ли? Да, бля. Очень похоже на то. Но также другие варианты были. Вот и Костяк, Костяная низина. Но теперь они переехали сюда. А, вот он. Даем мы. Блин, столько вариантов оказывается. А какой еще лагерь есть вообще? Это ж прям такая загадка-загадка. И над лагерем, обвитым нитями, чернее страха. Чё? За пределами основного мира и панцирей, сожженных до сажи. Ну, это понятно, мне кажется. Подточенные эти. Ну, давайте-ка пока... Сейчас посмотрю еще несколько мест. Ой, дурак. Не то нажал. Нет. А просто. Нет. Этот Ладно. квест тяжело выполнить без гайда. Ну да. Ну с гайдом так себе. Ну ты просто по карте пройдешься и все. А смысл-то какой? Ну типа. Ну лучше одно хп, чем два, да? Правильно? Правильно, правильно. А вообще... А вообще... А вообще пошли отсюда. Вот сюда. Что это? Что это? Может, зов героя пройдешь этот квест, реально нужно с гайдами проходить. Let's go! Блять! Ну да, я уже. Что-то всю игру прошел? А я вот упрусь и без гайдов пройду. Пропащий гормон. Блин. Так. Темп
Страшно, помоги мне. Блин, слушай, прикольно. Ничего к этого чувака не зарашит, Ди. Ща, погоди-ка. Ну, этого чувака не зарашить с этим стилем боя. Я, блин, любого зарашу. Так. Ай, блин. Очень плотно. Да, блин. Вот еще, знаешь, вместо этого... Не, все правильно. Смотри-ка. Дальнозоркость. Вот она чё, Михалыч. Да оно показывает, оказывается... Да. 2 амулетах. Все, чего не хватает, показывает, да? Понял тебя, Михалыч. Понял. Привет, Лёха. Блин. Здорово, Лёха. Как оно? Ну, для ударов. Блин, у него прям такой этот... Из-за пустоты он капец как много территории берет на удар. У него 3 фазы. 3 фазы? Интересно. 3 фазы, значит. Это ты, конечно, зря рассказал. Ну ладно.
фазы. Простите меня, сударь, это был единственный способ освободить вас от проклятых нитей. Не тревожься, малышка. Гордись, ты стала такой сильной. Заза, давай отдохнем немного и отбудем. Ха. Ди. О. Семь и 4. Пропащего гормона победили. Он умер. Походу. Спасибо тебе, так могуч, так добр. Старый жук, старый друг. Спасибо тебе. Да. Встретимся дома. Понял. Ладно. Отстой какой-то. Взял, помер. Печально. Погоди-ка, а у меня типа ничего нету? Не понял. А почему тут ничего нету? Так, ну ладно. Ветки все-таки. Окей.
Лучше дальше по сюжету продвигаться или искать оставшиеся маски. Ну, я хочу этим заниматься. Поищу эти грибочки. Оба. Привет, Сендер Тосукай, здорово. Здравствуй. Любопытно. Погоди, тут ветер дует, но ничего нет. Ауч. Но мне кажется, оно где-то в том районе все равно. То, что мне нужно. Так. Сейчас, короче, поясняю, что мы делаем. Выполняем квесты. Игру проходим на 100%. Духотой просто страшно занимаемся. Такой душнотой сейчас займемся. Так. А вообще, может быть, и здесь. Даже типа внизу. А ты все купил одинаковые инструменты, если нет, то уже 100% не сделаешь. Ну, вроде, да. Ну и потом все продавцы все равно остаются. Дочь кузнеца есть. Та Там секретный продавщица... торговец есть, который умирает во 2 акте. Секретный торговец? Какой секретный торговец? Может, я его уже встречал. Пути охотников. А, ну да. И после смерти он благополучно оставляет инструмент, который ты не купил. Пилигрим. Что там было? Я у того покупал бумеранг, и после смерти он оставил вот эту штуку. Я такой... Кайф. Прекрасно. Посмотрим. Эй, а где второй? Блин. Оп,
Вот так, все, забрал, пошел. Доза 3 сердцем. Так, Танцовщица мощная. танцовщица. У меня-то второго сердца нет. Что за танцовщица? Ты мне все проспойлерить хочешь? Ну просто, да? Я прошел игру. Похуй. Все расскажи, пожалуй. Что там будет дальше? Какие боссы будут? Все, пожалуй, расскажу. Нормально. Мне-то что переживать? Я прошел игру, а он ему предстоит, но похуй. Пожалуй, расскажу, что будет. Путь охотников, там статуя ее стоит и вверх шелком. А, там такая тема. Да блин, ну какие же твари. Ну, тут ничего. Тут тоже. Ха, прикольно. Хе. Постриг. Барбершоп. Слышу. Что так просто сдох? А, он внизу, что ли? Ага, понял. Все, миссия выполнена. Или обновлено.
Да, блин. Va. Lera. Так, погоди-ка, там... Quiero. Без изменений. Хорошо. Темные сердца. Желание исполнено. Круто. Вот это хорошо. Так, значится. Ну, предлагаю пойти туда, в трутовую чащу. Я этого грибника прям хочу найти. О, кстати, я тут у потолка не был ни разу. Мистер Гриб. Его прям таки зовут. Хотя она называет его еще глашатая. Мистер Гриб. Блин. Чувствую, я прям пришел по адресу. Есть такое предчувствие, наитие прям. А нет. Так. Обычно же видно, да? Эти грибы, да? По крайней мере, так было в первый раз. Их прям было достаточное количество. Ну, типа, реально много. Да, блин.
Они жирнющие, конечно. Бьешь, 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 бьешь. Это еще и максимум у меня. Прокачки. Зачем уходить, они же взорвутся. Чтоб нити набить. Нити, шелки. Ага, понял. Так. Так. О, погоди-ка. Вот это был бы секрет, конечно. Хорошо. Сразу можно отметать тогда вот эту локацию. Трудовую чащу. Хотя, блин, вот тут еще есть это место. Так. Кар озера. Вообще по дальним полям приют пилигрима. А, тут же еще приют пилигрима есть. Вообще, может быть такая вероятность, что имелось в виду приют пилигрима как лагерь. Ладно. Так. Так, давайте-ка... Ща, погодите-ка. Так, интересно мне... Ага. Значок с булавкой есть. Заценим кое-что. Все-таки там вроде как сестра булавочница сидит. Мадон. Скиталец, когда ты уходил, дела уже обстояли неважно, но теперь стало еще хуже. Весь мир дрожит и стенает, и все вокруг пронизано черными нитями. Это случайно не твоих лап дел? Янара. Я и вправду отчасти в этом виновата, но знаете, подобный исход не входил в мои намерения. Я и постараюсь все уладить. Я так и знала. Конечно же, это была ты. Я-то надеялась, ты принесешь нам перемены. А ты вместо этого навлекла на нас погибель. Что ж, тогда скорее берись за дело, исправляй то, что натворила. Теперь мы все страдаем из-за масштабов твоей вражды. Может, в этот раз ты найдешь более мирный путь. Вижу, у тебя на плаще красуется изящный значок. Ага. Проработанность. Надеюсь, тебе не пришлось убивать, дабы его заполучить. Эту эмблему вручили мне по доброй воле. Швея в награду за честную победу в беспощадной дуэли. По доброй воле? Ну надо же. Выходит, моя сестра приняла в орден нового члена. Похоже, с возрастом даже ее суровый нрав немного смягчился. Не могу сказать, что мне по душе старые порядки, но некоторые обряды и воспоминания все же стоит сохранить. А, и все. Черт, ну, я не знаю, я что-то другого немного ожидал. Ну ладно. Так, ну, давайте-ка
Давайте-ка попробуем. Тут пройдемся. Мне кое-что, ну, любопытно. Все-таки любопытно очень. Ауч. Блин, бедняга. Я просто этого не пробовал делать. Ладно. Ай, блин. А прикиньте, там зверомуха живая. Но одержимая. Нет? Это было бы угарно. Так. Поменялось. Интересно. Слушайте, а почему? Так, это интригует. Сейчас, подождите. Попробуем что-нибудь. Ай, давай. Так.
А давай, знаешь. А давай. Блин, Бусину пушку починили. бусину пушку починили. Да. Она у меня не работала. А я не помню, как ты чинил его. Или она уже была починена? Она разве ломалась? Блин, убегает сюда. Тут явно есть какая-то хитрость непонятная. Читал на форуме, что она была выключена из-за бага. Не, она у меня всегда работала. Может, с патчем починили. Она у меня до патча работала, по-моему. О, дверь открыли. Блин, тут народ погиб, походу. Но он вообще сам как-то максимально неприкольно заряжается. Я сам думал тоже, что он не рабочий, но потом просто сел у лавочки и зажал, перезарядить. Получилось. Ну там вряд ли что-то есть, да? Ауч. А тут я не подниму. Ладно. Жалко не не задизайнили так, что можно туда-сюда ходить. Фарлом. Панцирь безопасности. Так.
Да, блин. Черт. Ох, нихера вас много. Блядь. Ну вы чё, бля, угораете, что ли? Не среагировал. Что-то их там прям много. Это, с одной стороны, хороший знак. Прикинь, меня закрыли в арене с 4 такими темными глазами. Нормально. Тебя закрыли, меня закроют. И по сути туда даже не стоило ходить, там ничего нет. Ау! Ну капец, заимел меня прям. Ну там, кстати, прям нормально бусин накопилось. Я теряю и по 3000 бусин. По 3000. Это жестко. По сути, это уже все равно на эти бусины информация не будет. Наконец-то. Ей, все собрал. Мгм. Ну, наверное, все равно можно куда-то их потратить. Посмотрим. Да, блин. А тут что? А. Ну да. Так, окей. А, блин.
М. Вот так вот. С проклятием проходил. Что это? С паразитом? Ну, вниз идти смысла нет. Да. Нет, с проклятием игру не прохожу. Точнее, с заражением будет сказать, наверное, правильно. Не, без заражения. Я его вылечил и нормально. Но можно будет как-нибудь попробовать, я думаю. Ауч. Четко. А, да. Вот же сволочь. Так, ладно. Так, ладно. Понял. Тогда мне предлагают пройти путь охотника с той стороны, да? Ладно, я вас понял. Через глубинные доки.
Чего? А нет, Я здесь не был? Здрасте, блядь. В смысле, нахуй? тебя не воровали? В смысле? В тюрьму? В тюрьме я бывал. Воровская жизнь, воровская. Получается, не видел голую Хорнет. Ну, я говорю, я попадал в тюрьму. Блин, даже ответа не слышал и уже все. Не было тебя там, но я был. А, кстати. Нет? А, подумал это. Разве нет? О, слабенько, слабенько, что-то пытается пробиться. Да, вон он, вижу. Нити. Струны. Меня тут даже... Блин, я вообще забыл об этом месте. Прелюбопытнейшее место. Это же пустое место, тут просто клеточник был. Клеточник? Какой клеточник? Который в тюрьму отправляет, что ли? Так он был мухой, и он меня встречал в мрачной топе. Прямо перед... вот тут где-то. Или даже вот тут ходил. Тот, который ловит в клетку. Он тут был. Ну, видимо, у него много мест, где он может появиться. Ради нее, ради нее. Так, а вот тут что? Ну, тут как будто понятно. Чё? Но все же... Меня больше всего удивляет тот факт, что я даже просто не натыкаюсь на эти, как они называются, места, где мистер Гриб появляется.
Я думал, что это важно скажете. Ага. Окей. Кстати, что тут происходит? О, а тут все плохо. Ну тут даже в принципе вот эти вот ножи проебать нельзя. Ну, для 100%. Все инструменты отстаются. Просто надо искать их и все. О, а нет. Сильно показалось. Здорово. О, привет, Гудзон. Здравствуй. Чего опять в эту игру? Так я еще не прошел ее. На тру Еще какой-то концовку. уровень. Какой-то. Тут нету уровней. А как? Это же Metroidvania. Ну типа. Хорошо. Ну, видимо, ты про эту комнату говорил, да? Ну так все равно же обязательно надо в него зайти. Так. Нет, в главном механизме. В главном механизме. Там сразу 4. Муравьи в главном механизме.
Ты, по-моему, перепутал. Так. Ага. Хорошо. И нижницы цеха были. Понял. Два летающих, два ползущих. Ну, в целом, число не важно. Справимся с любыми. Печенье, да. Конфеты, да. Который сегодня кушал, да? Это нету? А, это нет. А только барма, посмотри, кем она? Джор. Ты на... А, да, будет вот. Посмотри. Я что-то прикол не понял. Ну ладно. Так. Вот ничего себе. Ну здрасте. Дальние поля. Окей. Я только что на ее глазах убил ее детей. Жесть какая-то. Они уже все мертвые в любом случае. Ну, некоторые мертвые, некоторые живые. О, нифига. Нормально так. Некоторые порабощены, некоторые нет.
вполне все живые. Тут не все же попали этой темой наваждения. Муравьи вот так точно, по-моему. Они просто сами по себе агрессивные ублюдки. Я прям уверен в этом. Они просто агрессивные ублюдки. Тупо мамбеты. Ай. Так. Ясно. Сам убивает все, что движется, а других агрессивными ублюдками называет. Ну так они на меня нападают. Но я же не убиваю всех подряд в Звонвилле, например. Я жукам помогаю. Кто жуков уважает? Кто жука мне пристает? Кто пчелок уважает? Вон бедных черных летающих и ползущих пиздишь знак процента. Слушай, я это делаю не потому, что они черные. Начнем с этого. Я думаю, это важно подметить. А то знаю я вас. Но ты же белый. Это Ну, наводит на мысли. да и пушка наводится на кого попало, так что то, что наводит тебя, это не является истинной первой инстанции, так скажем. Ну да, да. Белый, что поделать, но он таким уж уродился. А он черный, таким он уж уродился. Но это ничто не значит совершенно. Ничего не значит. Вот, например, пожалуйста. Белые жуки, совершенно белые жуки, тоже погибли от моей руки. О! О, какой ужас! Меня опять так легко обнаружили, словно беспомощного жука. Жучонка. Если ты собираешься и дальше забаву ради меня выслеживать, мне придется удвоить свою сообразительность в маскировке. Ты же следишь за ними, охотница. Краснопанцирных тут, видимо, невидимо. Они рыщут по этим бескрайним травянистым равнинам, выслеживая последних из уцелевших костяных тварей. По сравнению с пещерами внизу, тут растительность кажется еще пышнее. Может, мы подобрались к источнику, что подпитывает их жизненные силы? Я должна раскрыть его секрет непременно, по завету моего отца и в надежде найти то, что спасет наши умирающие земли. Только будь осторожна, девчушка. Очень тебя об этом прошу. Ты проник в самое сердце муравьиного царства. Тут и вправду могут скрываться ценные открытия, но малейшая оплошность обернется тебе гибелью. Было приятно побеседовать с тобой, но мне нужно возвращаться к наблюдению. Постарайся, пожалуйста, не оставлять слишком заметных следов, когда будешь уходить. Вау!
М. Окей. А вообще будет мегамарафон. На меня. Гой-гой, а вот и проворный соперник, наконец. Ловкач быстроног. Если вы ищете соперников для соревнования, сударь, вам следует выбрать место не настолько отдаленное. Шанс того, что какой-нибудь жук, как я, забредет в эту отдаленную пещеру, весьма невелик. Симеро. Воистину так. Однако, найдя ее, понимаю, что это идеальное место. Здесь мое огромное костлявое тело так далеко от всех невзгод. Фарлома. Здесь мы можем свободно испытать нашу скорость и наши гладкие оболочки. Здесь мы можем устроить гонку. Гонка! О, hello. О, тебе должно быть не терпится начать состязание, соперница. Исполни же мое желание. Давай вместе познаем наши пределы. Погнали, бля! Let's go! Давай! Собия. Гойда! Великолепно! Да начнется грандиозное состязание наших панцирей. Да и последнее замечание. Проворный жучок. Если вдруг собьешься с курса или захочешь быстро вернуться, просто сыграй любую музыку, и мой спутник мигом вернет тебя начало. Итак, да начнется гонка. Дай мне минутку, чтобы подготовить маршрут, который станет достойным испытанием нашего мастерства. Давай, давай. Да блять! Ля на спорте сверчок. Ну? Love your vibes at me on Discord so that I can join your next stream username SamDalai38. Ну ща повторим. Не позови прожить тяготить тебя, проворный жучок. Здорово, Просто прими бро. мой вызов. О, привет, Тебе Тундра. его нужно конкретно догнать на 1-2 круги. Собия. Да начнется грандиоз, да, погнали. Классный сверчок. На 3 круги он уже бежит с твоей скоростью, там его не догнать. Можешь не давать совета вообще, типа? Я думал, блин, понятно, что не надо. Блин. О, Сайома. Собия.
Беги. Yes. Окей. Нормально. Файома. Я проиграл, неужели? Какой же быстрый панцирь, настоящее фарломское чудо. Жук, чья скорость может сравниться с моей. Да, мой маршрут был несложным, однако ты не только блестяще прошла, но и доказала, что Ну, способна один на этап. большее. Приму эту небольшую награду. Проворно жиха, я Там хорошенько 3 запомню нашу этапа. голову. А, hola, София. Испытание маршрута, он будет доработан. Да-да-да, настоящая проверка скорости еще впереди. Мы вновь полетим, как ветер, ты и я. Найс. Классно. Иди поиграем. Заебал меня. Так, О, эй, проворная жучиха, мы ведь оба знаем, что наш предыдущий забег был просто разминкой. Так, сейчас. Одобряю. Лишь маленькая проверка, чтобы лучше подготовиться к настоящему забегу. Гой-гой. И этот забег случится сейчас, но маршрут достойный твоего и моего мастерства. Это уже не просто проверка. Прими мой вызов и узнай мою истинную скорость. Давай выйдем за наши пределы и посмотрим, что ждет за ними. О, нормально, погнали. Да, начнется грандиозное состязание наших панцирей вновь. Ура, ура. Нихера себе. Да блять. Я же могу так делать. Так, подождите, давайте заново. Заново. Сейчас будет. О, Сайома. А, София. Да блин. Ну это пиздец. О, Вот Сайома. там последний прыжок перед спуском такой А, София. с подъебкой, как будто бы. Надо и вот его хорошенько прыгнуть. И все будет на мази. Ай, бля! Сука, на последнем круге.
Недолет. Недолет. Oh, Sayoma! Ah, sabía! Блин, какой я. Да, блин, вот это пиздец. Вот там надо не конкретно по доске вверх Oh, и потом Sayoma! сделать прыжок. Ah, sabía! Со всеми вытекающими вот эти вот. Блять, ёбаная тварь. Опять проебался в этом моменте. Наверху сложно. Oh, Sayoma! Ah, sabía! Ой, иди нахуй, а! Блять! Ну беги! Ого. Хорошо. Даже когда казалось, что победа невозможна, надо до конца бежать. Опять. Это воистину невероятно. Может, дело в маршруте. Может, я отвлекся, или ты и есть тот самый мужик, которого столь долго ждал. Чем мастерство позволит наконец исполнить мое желание. С такой скоростью тебе полагается еще одна награда от проворной жучиха. Заслуженная, ну, так, осколок. Окей. Маршрут будет доработан. Мы вновь полетим как ветер. Окей. Давай. Oh, Sayoma! Так, великолепная гонка была, верно? Но теперь я вижу, ты что, поставил слишком легкую задачу для такой шустрячки, как ты. Я готовился лишь к гонке, но твое появление оказалось судьбоносным. Ты можешь наконец исполнить мое желание и разрушить барьеры скорости. Ну что, готов, проворная жучиха? Время пришло. Последнее испытание для самых быстрых и ловких. Погнали. Ah, sabía! Гойда. Да. Нихуя, вот это...
Бля. Ясно. Ну, оказывается, тут как в Марио Карте есть нитро ускорение, если нажать вовремя в начале, во время отсчета. Прикольно, да? Ну, блять. Вот там стоит сделать как, интересно. Мне сначала надо... О, Сайома! А, Собия! Понял, окей. А, какой же тупой. Что такое? О, Сайома! А, Собия! Ну, сейчас будет победная. Прям победная. Вот прям победная. Блять, твою-то нахуй, мать. Победной не будет. Сука. Вот эти прыжки. О, Сайома! А, Ну там если Собия! просто прыгать по этим шарам, тогда сильно теряешь скорость. Поэтому я стараюсь изъебываться как могу. Да блин, ну что ты делаешь? Да пизда, блядь. О, Сайома! А, Собия! Короче, на первом прыгаем нормально, на втором можно сделать рывок вперед после отскока, еще один дополнительный прыжок и взрыв. Или так.
Ну беги, ёб твою мать. Да блин, ты чё? Вот сейчас права на ошибку нет. Да блять ты, сука! Блять! Вы видели эту хуйню? Я об стену просто. Просто об стену. Ёбаный О, нахуй рот. Сайома! Рано нажал, блин. А. Капец. А, Собия! О, Сайома! А, Собия! Это бегун. Быстроног его зовут. Да, блядь! О, Сайома! Здесь? А, Собия! Ура! О, Кандора! Ты смогла! Никогда ему не поверил, что в фарме найдется столь быстрый панцирь и чудо чудес. Ты доказал это проворно Джичиха. Исполнил мое желание. Я встретил того, кто сравнился со мной скоростью и превзошел меня, наказав, что мои возможности далеко не предел. Вот так вот. Прекрасно. О, Масакера! Но погоди, пока ты не отправилась в путь, твое исключительное мастерство требует соответствующей награды. Сей прекрасный осколок древней маски теперь твой. Прими его и береги, и знай, что я вечно буду тебе благодарен. Круто. Интересное место.
Так, ладно. Ah, Теперь я Simero! должен тренироваться, следуя твоему примеру, дабы преодолеть свои пределы и стать еще быстрее. Твое мастерство на эти маршруты пробудило мой дух. Проворная жучиха, я вечно буду тебе благодарен. Окей. Спортсмен. И тут ничего. Хорошо. Да, блин. Да, блин. Прям под копье. А? Антон, это скорее у них не как маска, а как шлем. То это у нее не маска, это вот такое лицо. По идее. Антон вот так вот. Она полужук, полу какой-то другой жук. Ты ешь только. Забавно. Ха, прикольно. Ауч. Кстати, инструмент. Инструменты. Так. А вот хочется немного поджарить. О.
Четко. Окей. Капец, тут они кучу народу держали. Бледное бестия, несущая погибель, мы чувствовали, как ты пишешь нашу жестокую участь. Коли силу ты ищешь, моя угасла, смертно забрала меня. Да, финистра. О, великая, я пришла не для того, чтобы увидеть, какая вы сейчас, за тем, чтобы вы вспомнили, какая были бледные монархини, когда ваше сердце пылало ярко и отважно. Я намерен забрать это бьющее сердце, но знайте, мой замысел благороден. Кадестре. Оно нужно мне лишь за тем, чтобы спасти эти земли, избавив их от смертельной болезни, порожденной нитью и пустотой. Если сможешь, бестия, если сможешь. Когда-то у меня была сила, дикая сила, гордая. Ну, понеслась. Ну, понеслась. Нифига себе. Ну шо, твоя очередь. Кармелита, поющая Скару. Прикольно. Окей, хорошо. Блин, а старая это крутая. В молодости была.
Оу! Окей, 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 окей. Я почти ее убил, вот уверен. Ударов 2-3 точно хватит. Ну, прям поставалось. Вот чуть-чуть, чуть-чуть. Крутой босс, веселый. Камана! Хуя! Хия! Да.
Да ёбаный рот. А, да? Я подумал, у меня на канале таверны боты завелись. Да блин. Я не бот на орел Энреле. Да блин. Кажется, Поруса. Ну, осень. Все заболевают. Гуляю по вечерам. Но А там то холодно, то жарко, не поймешь. да, блин. Да не, ну типа... Как? Чисто из-за того, что холодно, заболеваем, что ли? Мне кажется, все-таки как-то это... Штука в том, что какие-то Съел лимона, вирусы... чеснока и фейерверксом полирнул. Нормально, нормально. Какие-то вирусы гуляют. Вот у нас по Якутску где-то 5 разных вирусов гуляло, там типа грипп или еще что-то, короче, простуды и так далее. Видимо, осенью всегда так. Вообще всегда. Есть такое, да. Весной и осенью.
Да ладно! Ну это было круто. Так, хорошо. Да, блядь. Да, блядь, куда ты нахуй? At this moment he knew he fucked up. Это буквально оно было, да.
куда? Ну куда? Я налево, направо, направо, направо нажимаю. Ну ё-моё, ну куда? Блять. Ну, блять. Лайм вашей как не плохо. Просто ёпты. Я босс. Как мы охотились, как мы пели, дети мои, я видела, как вы прекрасны. Это было классно. Победите поющую Скарру Кармелиту. Восемь 1. Круто, круто. Сердце поющее бьется ровно и мощно. Померла. Капец, она здоровая. Угу. Да, это было прекрасно.
Окей, так. Какого черта? Какого черта? Мне вот это вот надо сделать. Под боком хирурга в опале у венца грядущих башен. Может быть, надо пойти к цитадели? У этого лагеря, например. Так, покупаем. Ла-ла. Наша великая цитадель лишилась голоса, и вот уже черные нити вздымаются к ней, дабы разорвать ее покров. Боюсь, наш священный Фарлом за правду погибает. Но я все еще питаю надежду, алое дело. Даже если падут королевства, живые твари могут уцелеть, и если мы, жуки, выживем, то обязательно приведем свою землю в порядок. Я разделяю твою надежду, Шерма. Только помни, все построенное в дальнейшем будет принадлежать уже не прошлому, а тебе. Твои инстинкты сильны, пусть они ведут тебя и этих жуков, а не благоговение перед останками королевства. Право вы льстите мне. Меня будут вести мои товарищи, те, чьи голоса еще крепкие, кто верен песне даже в эти гибельные времена. Она теперь главная. Наша крошка Шерма. А мало ли.
А вдруг? Значит, где-то тут, наверное. Thankfully 666. Thankfully 666. Новый фолловер Thanksfully 666. Спасибо большое. Thank you very much. Спасибо за фоллоу. Кстати, я об этом-то и забыл. Так. Ничего, бля. Вот куда вот эти пацаны ушли? В желчные воды, наверное. Ну, типа, куда им еще уходить, да? Так, а тут что было?
А, вижу, вижу. А, и все? Черт, я думал, что-то новенькое. Кстати, это место. Да, высока вероятность, что здесь что-то изменилось. Ну ладно. Давайте думать. Так. Ну тут все понятно. Thank you for following X3. Про взаимную подписку. Я на тебя подписался, проверяй. Жду подписки Новый от фолловер тебя. AX3. Нет, взаимную подписку не делаю. Ну как бы просто накрути себе фолловеров и все. Какая хуй разница. Так. Можешь отписываться. В принципе. Так. О, да. Пойдем проверим заключенного. А на тебя подписался, можешь проверять, жду подписки от тебя. Да. Если тяжесть грехов давит на тебя, ты можешь остаться здесь. А, и все. Сестры согласие, голоса молящие. Грех, грех. Из пустоши, из тьмы, манящие вниз благословенный сон. Сестры согласия, безмолвие в вышине, голоса молящие. Так, он паук. Он тоже паук. Видимо, один из наших сородичей. Но по какой-то причине реально желающий оставаться здесь.
У неба есть потолок? Прикольно. Но это странно, конечно. Кроха. Ням-ням, ой, ты здесь, чтобы прислуживать мне? Buenera. Я тут просто в гостях, малышка. Значит, в этом месте теперь твой дом? Мой дом? О, да, здесь хорошо и тепло. Когда я хочу есть, большие приносят мне еду. А сейчас я как раз хочу есть. Яйца, яйца, я буду много есть. Вырасту большой и тучный, а потом снесу много яиц. Они приносят мне много еды, значит, им нужно много яиц. И они их получат, если будут со мной так же добры. Клю-клю. Интересно. Значит, доставочку надо делать для этой крохи, да? Да, это прям казарма. Они отсюда идут. Окей. Паршиво. Так, вот тут я не бывал в нынешнем состоянии.
можно принимать душ. Прикол. Нормальный. А, я вспомнил. Тут же было кое-что. Но не это. Не конкретно про это место говорю. Было кое-что в одном другом месте. Ну и здесь почему бы не обосмотреться, в принципе. Так, вот, белые покои. Глянем, что с этой стороны. Вот тут они как раз таки друг другу жизни-то и продлевали. Так, тогда надо спуститься посюда вниз. Погодите, а как? Чего? А как если...
Шелк, все ради шелка. Ну ни хрена себе. Так, вот это любопытно. Слушай. Прикол. Вот как. Ладно, это интересно. О, Алексей Вакуленко, номер 8 миллионов 81 тысяча 996, пришел из портала. привет, Алексей. Опачки, ребята, что-то новое. Служите вне панциря. Запомни мой голос. Посвятить навсегда должны ли мы? Привет. Привет. Почему это больно? Прошу. Ха. У меня же, кстати, какое-то яйцо есть странное. О, да ну. Охереть, тут трупов. Приказ для хора. Как будто сюда надо достаточное количество паутины прийти и сыграть. Как будто бы так надо сделать. Так, хорошо. Ну вот столько паутины, я думаю, хватит вообще нормально. Ага. Ауч. Ну давай, на бис. Служите вне панциря, прошу, должны ли мы?
Запомни мой голос. Почему? В нижние цеха надо пойти, там же работяг остался. Что это за шум был? Ну ясно. Добавили. Ха-ха. Как он быстро сдулся. Так. Это непонятные твари. Хорошо. Оп. Вспомнить бы тут, что происходит. А тут особо ничего. А сейчас я куда попаду? В нижние цеха. Ну, в принципе, мне туда и надо. Так что все в порядке. А, лол, я тут не был. А. Не, был. Но это было бы очень странно, если бы меня тут не было. Блин, да, окей. Мы все вместе. Ничего себе. Круто. Так, и этот тоже, да? Да, каждый из них по сути активен. Вот. Не хватает материала.
Так. Где сидел мистер Жучара? Мистер Жучара, который работал без конца. Вот где-то вот в левом районе. Насколько я помню. А, все, вспомнил где. Все. Ну как Жучара? Он, по-моему, не особо это Жучара был. Стрёмный хер. А, погоди. Давай сюда пойдем. Вот эту херню сломаем, раз уж мы прям все эти темные гнезда ломаем. Правда, это, по-моему, не тут. А как туда попасть? Вопрос. А вот это что за чушь? А, я его открыть должен как-то. Ну ладно, пошли туда. Вот какой тут маршрут. Господи. Ну, короче, максимально непростой. Вот так. Вот так. Вот так. Просто кайф. Дурак ёбаный. А, вот оно что. Все, теперь у архитектора можем купить ништячок. Блять. Кусок дерьма. О. Спасение. Спасение.
Так, хорошо. Все. А, нет, не все. Не все. А, вот так, да? Так, хорошо. А, мне хватает. Y uno saca. Сака-масака. Ну и все. Sí, Mandore. Моя служба тебе же прекрасно, завершая ее, я должен сказать, признаться. Я давно фиксирую, что мои роторы замедляют свой бег. Мои конечности поднимаются с трудом, не ощущая приближения конца внезапного, неизбежного, долгожданного. Даже если вы ощущаете угасание, мастер, но она никак не отразилась на ваших талантах. Вы создали инструменты безупречного качества. Что произойдет после вашего ухода? Займет ли кто-нибудь ваше место? Ah, hola. Это невозможно. Умение создавать архитекторов утрачено с течением времени, а последний завершающий механизм продолжит поддерживать песень, но больше не будет архитекторов, чтобы трудиться и работать или строить заново. Странно. Во имя Вечного Фарлома говорит программа клетка. Но как может вечность существовать без служения архитектора? Это похоже на ошибку. Конец. Ошибка желанная. Venenoso. Paloma, venenoso. Las Из этих мыслей созидания служить вечным. Божественное пламя. Окей. Конец. Так, шо она там? Шо она там? Шо она там? 2 инструмента. А, 3. Ух ты. Прикольно. 1 амулет и... Салом. Один такой остался. Чокомминт. Привет. Здравствуй, здравствуй. Рад видеть. Ну чё, пробуем заводное колесо? Расширяющее круглое лезвие, которое приводит в действие. Устремляется вперед, рассекая врагов. Ну я понял примерно, как она работает. Ну, как будто бы... Дайч, давай. Так, теперь давай к работяге пойдем. Работяга. Работяга. Чё, проходили эту игру, ребята? Кто-нибудь? Сейчас, если что, чисто На 100% прошел недавно. на 100%. Серьезно. Так, окей. Только ничего не спойлери и не советую. Пожалуйста. А то тут бывают такие веселые ребята. Ну вот разве что... У меня вопрос возник. Вот по поводу этого. Там же видны грибы. Прям вот на земле видно же их, да? То есть, по примеру, с места под капеллой точно, ну, то же самое должно быть, да? Я просто столько мест исходил и ни хера не нашел. Ну, типа, странно даже очень было. Вроде бы прям места из подсказки, но ё-моё.
сказать. Не. Просто они визуально их же видно, если подойти достаточно близко, но в принципе там грибы эти вот синие, вот эти вот бежевые. Окей. Сине-бежевые грибы же там стоят, как ну, нарисованные, растущие из-под земли. Помер таки. Трудиться. Но уже нет. Свобода. Сбежать. Блин, отстой. И в итоге ничего. Просто помер работяга. Блин, я уж думал, что-то интересное будет. Интересно.
Ну окей. Вот так вот, да? Здравствуйте. Кончу. Привет, Эфри, здорово. Здрасте. Это зуб. Ты про чё?
Какой зуб? Ну ГГ зуб, просто я не знаю, что за игра. А, Здорово. ё-моё. ГГ зуб. Не, ГГ это жук. Но если быть точным, она наполовину паук, наполовину белый червь, там и так далее. Короче, лучше сказать, что это плод наркомана. Вот. Ты такого не поймешь, наверное. Джинкслал. Мама не очень была разборчива в связях. Да, да, да. Ну, по лору, по сюжету там действительно так. У нее мать реально была та еще... Та еще, да, вот прям вообще. Любила пошалить, так сказать. Типа, без шуток, у нее мать настолько любила ебаться, что родила 1000 детей. Понимаете? И настолько была, так сказать, неразборчива в связях, что поебала с пауком еще. Но там вообще пиздец. Ебалась с кем попало вообще. Супер насрать. Главное, чтоб можно было ебаться. И все. Что? Реально. Ну да. Поэтому, чтобы больше не рожать детей, она себя однажды заточила что-то наподобие тюрьмы. И в первой части, будучи ее сыном, ты находишь ее в этой самой типа тюрьме. Так И это она- сын или дочь? Это дочь. В первой части мы за сына играем. А как? Да. Так что сюжеты Тодда Говарда недалеко ушли. Ага, и вот 2. А ты видал паучих хуманизаций? Там вполне вдвоебельные зверотянки или насекомоедянки. Ты это серьезно сказал? Ну ты бы прям всунул, да? Ё-моё. Ну, не знаю, не знаю. Очень сомнительное решение. Скорее высунул. Но прикол-то в том, что ты Это даже не уже фурия. засунул бы. Но Сын это спас не мать. фу. Это что-то хуже. Нет. В первой части там сын не спасает ничего. Ну как бы имеется в виду свою мать. А ее не надо было спасать. Ей было прикольно. То есть она сидела, хихикала, ёбнулась и просто... Ну, сына признала, но тем не менее, типа, понимаешь, у нее 1000 детей было. Чтоб ты понимал, как было в первой части, она
родила 1000 детей, и они вместе с королем, то есть с отцом, нахуй бросили их в бездну. Всех, Хрена себе свиноматка. все 1000 нахуй. И у них была такая идея, что вот если первый выбравшийся из этой бездны сыночек... ну, короче, когда выберется первый сыночек из этой бездны, то он станет сосудом там какой-то болезни. То есть они рожали детей для того, чтобы их потом убить с перспективой спасти королевство. То есть зрела болезнь, некая жесткая, в теле короля. И он пытался найти способ, как предотвратить катастрофу. И у них вот такая вот охуенная гениальная идея была, типа нарожать 1000 детей, бросить их нахуй в этот бездну. И если тот выбравшийся первый, ну, придет, то он будет сильный и достаточно крепкий, чтобы выдержать вот эту вот болезнь, которую он передаст своему сыну. И у них была идея такая, что он как бы являлся полом, то есть все их дети должны были вырасти безэмоциональными. Чей за страсти? Безэмоциональными какими-то, ну, болванчиками, которые будут выполнять все указания отца и матери. Ну, по большей части отца. Но случилась такая хуйня, что батька привязался к сыну, и тот получил такие эмоции, и он все равно получил вот эту вот болезнь. И проблема была в том, что из-за того, что он получил эмоции, он в какой-то мере жить хотел. А он вообще даже об этом думать не должен был, типа, чтобы сдерживать болезнь. И пиздец, все. Он вот таким вот образом... Сложно. Хехи вспомнил мамалюков в Египте, их в трюм запирали, открывали только когда прибывали на место. Кто выжил, тот становился воякой в Египте. Пиздец. Да, сложно, но так вот было. То есть они таким образом хотели спасти королевство. Ну и случилось такое, что с течением какого-то времени из тела этого... Злые были, что пиздец. Из тела этого типа пацана, который выбрался из бездны, вот эта вот болезнь, чума, она потихоньку стала вырываться. Сосуд начал ломаться, типа яйцо. И поэтому как бы королевству должен был со временем прийти неминуемый пиздец в первой части. Но был такой момент, что из бездны как раз-таки следом за первым, который вот выбрался, шел еще один пиздюк. И это наш главный герой. Тоже такой же из 1001. Вот такой вот полый рыцарь. И он каким-то образом выбрался из этой бездны уже после того, как их запечатали и тому прочее. То есть он выбрался. И пришел в это королевство, чтобы исполнить свой долг. То есть у него не было эмоций. У него была тупо цель взять эту болезнь в свое тело и выполнить свое предназначение, чтобы болезнь не распространилась. И это мы делаем по ходу первой части всего. Вот такая вот идея там. Но мы об этом, конечно, изначально не знаем и так далее. Это потом по ходу выясняется, когда мы начинаем осваиваться в этом мире и так далее. Но в целом вот такая вот история, да. Сюжет первой части понял, а здесь про что? Симсгуд. В этой части
Мы играем за дочь, получается, того белого короля и ткачихи. Паучиха какая-то была. И она в первой части, вот эта вот главная героиня, играла роль стражницы. Она играла роль стражницы, которая охраняла этот чумной сосуд, из которого вырывалась потихоньку болезнь. И мы в качестве главного героя встречали ее и сражались с ней. И она таким образом нас испытывала и типа такая говорила: блин, а ты не так уж и плох. Возможно, ты действительно сделаешь то, что типа задумал. И тому прочее. И в концу первой части она там, ну, находится с нами в какой-то момент. И, в общем, после событий всех она теряет сознание. И все, как бы. Там, ну, случаются всякие штуки. И в начале первой части, ну, точнее, вот этой второй части, ее схватили уже какие-то пиздюки. То есть какие-то жуки в рясах, ну, вот таких вот священных костюмах. Ну, служители какие-то. Положили ее в клетку и потащили куда-то. В дальнее какое-то ебанутое королевство. Далекое-далекое королевство. И по ходу того, как мы шли, приближались вот к этому королевству, цитадели, мы освобождаемся, и у нас появляется тупо цель, типа, какого хуя меня похитили, типа. И с этим вопросом мы просто поднимаемся, вот. Где этот? Вот наша клетка. Отсюда вот до сюда, то есть до цитадели. Ну, это охуеть какой путь в целом. И тут вот главные наши вот эти вот челиксы сидят, которые нас похитили. И в чем идея? По ходу того, как мы идем сюда, мы выясняем, что это были некие жуки, которые служили такой же паучихе, как мы, но более старой, что ли. Она уже тут, ну, правит дохуища лет. И особое свойство ее нити, она такая, что она дает своим служителям вечное здоровье, и они не стареют, ну типа, и могут исцеляться с помощью нити. И на этой почве они, ясное дело, пожив дохуя, ну, ёбнулись слегка. И вокруг вот этого вот места, вот в этом королевстве, ходит такая, типа, крутая репутация, что, блять, вот поднимешься туда, обретешь бессмертие, будешь с ними петь и, ну, тусоваться, будет заебись. И поэтому в этом королевстве есть такая, типа, штука, как бы это сказать, паломничество. То есть пилигримы. Всякие разные обычные жуки, начиная вот где-то отсюда, пиздохают туда. А жуки самые обычные и там прочие, поэтому ты по пути встречаешь кучу трупов этих бедных обычных жуков. И в целом идея данного путешествия такая, что ты по ходу этого путешествия помогаешь им и все такое, проникаешься данной вообще вот этой вот всей темой и понимаешь, что вот эта вот пизда, которая сидит там как монархиня, она просто всеми управляет с помощью этих нитей. Изначально она их типа лечила и там прочее, в принципе, все было прикольно, но в какой-то момент она такая: ага, пришло время, и хуяк, и все с ума посходили. Она начала, короче, творить лютый пиздец, вот эти вот
порабощенные с помощью нитей жуки начали убивать всех обычных жуков и тому прочее, и так далее. Ну, царство пришло в упадок. И у нас есть выбор: убить ее нахуй, вот эту вот монархиню, либо сделать нечто иное. Но мы об этом пока не знаем, потому что природа такая у нашей главной героини, что она паук. Она паук, и она чувствует тягу к тому другому пауку, в том плане, что на природном уровне она понимает, что если она убьет эту королеву, она займет ее место. И это и случается, если ты убьешь ее. То есть просто происходит какая-то природная автоматическая метаморфоза после ее смерти, и наша главная героиня занимает ее место. Это одна из концовок. Другая совсем иная. Она после того, как поможет дохуя всяким разным жукам, придет к пониманию, что если она одолеет королеву, она ничего не сможет сделать со своей природой. Просто ничего. И это случится, и по-любому все останется как есть, и в принципе она, потеряет над собой контроль, и по пизде все пойдет. И поэтому она начинает искать способы, как обойти эту тему. И это вот другое уже ответвление пути идет. И мы по этому пути вот пошли. И сейчас пожинаем вот эти вот, так сказать, последствия этого пути. Тут много чего делаем сейчас. Вот сейчас вот эти вот черные нити же есть, вот эти. Это вот нити той паучихи. Но они изначально были белыми, но теперь они стали черными из-за того, что саму вот эту вот монархиню затянуло в пустоту, и теперь пустота владела всеми ее нитями и ею самой. Но прикол в том, что когда она уходила в пустоту, вместе с ней затянула еще и ее дочь. Вот типа только из-за этого сейчас происходят ебейшие проблемы. Если бы она одна улетела в пустоту, тогда, скорее всего, все было бы относительно просто. Она бы там просто сгинула бы. Но из-за того, что с ней еще дочь есть, она психует. Она пытается врываться из пустоты, из бездны. Вот отсюда. И как раз таки вот эти вот толчки по всему этому королевству создает она. То есть она буквально въебывает стены так, что трясется все королевство, и скоро, соответственно, все королевство будет уничтожено из-за землетрясений. И цель у нас простая: пойти в бездну и дать ей пизды. Вот как-то так. Но мы этого как бы не сможем просто сделать, потому что нам не хватит сил. И сейчас мы подготавливаемся к встрече с ней, набирая сил, убивая древних воинов этого королевства. И остался последний, по идее. Ну, помимо этого, тут еще есть такой интересный непонятный квест. Закат эпохи называется. По этим стихам, по этим словам, по этим предложениям я должен понять, где это находится. Я хуй знает, где это находится. Вот над лагерем, оббитым нитями, чернее страха. Вот где это? Над лагерем, оббитым. Чё вообще? То есть тут теперь такая штука, что
скорее всего, находится над каким-то лагерем. Ну Минует. да. Ну это логично, конечно. С этим хер поспорить. Я вспомнил. Я бабки хотел накопить. Баблё. Че я сюда пришел, я думаю? Я ж бабло хотел. Вот. Так, сколько мне надо было? 300... Ну, пускай будет 350. Мне кажется, 350. Катакомбы. Кстати. Все равно кажется, будто она зуб, и в руках еще зубочистка. Ну, вообще, да. Так сказать, спасибо, блин, большое. Теперь мне это не развидеть. Все. Теперь эта игра мечта дантиста. Блин. Так, ну-ка. К первому алтарю пойдем. Оттуда двигаться. Тупо записывали. Наверх. Боль. Слышишь ли это стенание, проклятое отпуск ткачей? Фарлом страдает из-за нашего презренного бренного невежества. Мы подводим его, и он рушится. Нужны знания еще. Их нужно искать и накапливать. Эту силу надо постичь, унять и усмирить.
Сейчас нужно действие, смотритель катакомб. Мои и других выживших, которые будут готовы мне помочь. Можешь искать ответы в своих писаниях, псалмах, если тебе так угодно, но одних их не хватит, чтобы залечить столь ужасную боль. ¿Me ofende? Мудак старый. Чё тебе надо? Чё тебе надо? Не должно праздно скитаться. Окей, окей. Вот он что-то этот сукин сын скрывает от меня. Вот по сути здесь вход, но зайти не могу. Подождите, по-моему... Блин, каждый раз меня пытается напугать. По-моему, я нашел такую штуку. Как-то она называлась, типа дальнозоркость или что-то в этом роде. Ну это странно. Так, подождите. Так, вот, да. А, блин, это место. Так, постой, ну, допустим. А, ну и отстой. Так, подождите. Что-то я малость не вдупляю. Тут реально ничего нет.
Да ладно. Еба. Да ну, это отстой какой-то. Почему так? Так. Здорово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так, окей. Ну, то есть я их отпиздил, чтобы они, ну, перестали петь. Просто. Повышение уровня для Альфред Сигаус в Level 10. С повышением уровня поздравляю. И как этот, злая бабка, которая ищет покоя после 10 вечера.
теперь у меня, в принципе, достаточно денег. Вспомнил кое о ком. Здесь же у меня гурман сраный живет. Как он поживает? А это все тоже чиха мертвым в красном наряде. Я ожидал вести от тех, кто наверху, дабы они объяснили причину всего этого грохота и тряски. Они не справляются со своими священными обязанностями. Моего господина надлежит оградить от подобных неудобств, иначе его пищеварение будет расстроено. Несварение желудка далеко не самая печальная участь. Вам с ним повезло остаться невредимыми. Везение тут ни при чем. Я просто из более крепкой породы, нежели нескладные молодые слуги нынешних никудышных времен. Господин же мой очень стоек, однако, когда вокруг стоит такой грохот и все рушится, начинаю опасаться его безопасности. Но не волнуйся, я буду остаться рядом с ним, пока мы старый панцирь не рассыплется. Ну, то есть... Yes. Так, лучше пойти на верхние палаты. А, это... Чёткомейкер. Чёткомейкер.
Ёбаный рот. Да ладно. Да ну нахуй. В натуре, что ли? Пиздец. Тут целая локация, походу, опять. Вау. Ну окей, есть куда стремиться, есть куда идти. К дороге грешников. Оу, щит! Госпожа вернулась ко мне, под ее защитой мне не страшны ползучие черные нити, их жуткая хватка заставляет трепетать весь мир. В такие времена выживают лишь самые сильные, те, кто верно служит им. Я не могу оставаться здесь, чтобы защищать вас, сударь, но знаете, моя цель — обрубить черные нити навсегда, освободив от них эту землю. Вам же пока придется самому позаботиться о собственной безопасности. Слышу не только ваши слова, госпожа, я слышу истинные желания, пульсирующие внутри вас. Дабы они исполнились, я буду трудиться для вас всегда. Пока вы будете бродить по опустошенному тьмой миру, я буду растить пищу ради того, чтобы моя госпожа стала той, кто... Я буду трудиться всегда. Окей.
Что это за мистер Хер? Интересно. Охереть, еще много народу. Ну ладно. Да ты чё? Странно. А как так получилось, что меня тут не было? А, блядь.
Это не голоса зараженных, они просто сами так шумят. Ё-моё. Окей, ладно. Да, блин, ебать его рот. Я ж все прям, да, исследовал. Максимум сделал. Ну вот сюда надо идти тогда. Я не знаю, я правда вот не знаю. Походу придется смотреть. Я, может быть, чисто какую-то эту наводку для себя сделаю. В Короловом локации есть секретка. Коралловым. Ну сейчас. По мистеру Грибу пройдем. Так. Ё-моё. Ай, да ну нахуй. В смысле, я там был же? А, погоди. Привет, Сайнакс, еще раз. Да пиздец.
Большие шаги двигают мир, однако малыми также не следует пренебрегать. Одна загадка ведет к другой, изучать внутренности вещей может быть весьма полезно. Ваше рассуждение, как всегда, крайне загадочно. Не могли бы вы поговорить со мной прямо, сударь? Доверяя себе и другим, решение всегда где-то лапой. О, прошу прощения. Так. Ауч. Нихуя тут дохуя грибов. Блять, а понять-то вообще супер легко оказывается. Просто мне костяная низина капец как отвала. Стихии не сговариваются против тебя, у них свои желания. Видя высокую вершину, испытываешь естественное желание на нее забраться. Малютка, что оставлен позади тобой, уже принято решение, спутник в странствиях. О, прошу прощения. Так, окей. Под боком хирурга в опале у венце предыдущих... Ну, это белые палаты, наверное, да? Нет, нихуя. Под боком хирурга в опале у венца предыдущих башен. А, хирург. Это типа врач Ярнаби. Понятно. А. Совсем забываю, что я могу вот так делать. Кстати, будешь проходить стальные души на 100%. Но... Можно будет, я думаю. Ну, тогда у меня канал чисто Силсонгу посвященное будет.
Скоро и косплей сделать придется. Буду сидеть в красном платье тут, короче. Круто же. В смысле, блядь? Под боком у Ярнаби. Может, повыше поднимемся. Так. Ну это прям, конечно, будет серьезное испытание. Да, общение важнее всего. И у величайшего хвастовства и утешейшего шепота есть свой смысл. Твоя мысль весьма резонна, даже у цветов есть свои истории. Свет можно пролить куда угодно. Не хочу прерывать ваши размышления, глашатые, но я очень хочу поговорить с вами, если вы готовы меня выслушать. Запоминай все, изображаю в линиях, потом поблагодаришь себя, так ты сможешь забрать свое путешествие домой. Бржи-бржи. Бржи-бржи. Так. Находясь на дне колодца, можно взирать лишь вверх. Прошлое скрыто от тех, кто смотрит лишь вперед. Эти отголоски все еще могут тебя направлять. Да, это правда для того, кто под добросердечен и оружием может стать другом. Ты так стремишься последовать по ее стопам, но что ты оставишь тем, кто придет после? Жестко.
Лол? Я тут не был. Болтают, стоят. В прошлое можно вернуться, но тогда воспоминания становятся противоречивы. Когда зов раздастся вновь, позволишь ли ты своим прежним поступкам затуманить твой взор? Через голос или прикосновение? Так или иначе, история всегда возвращается для новой встречи с нами. Брожение. Над пиком колыбели ждет последнее испытание на свете. И эпоху идет, кое гриб этот был свидетель. Жесть. Так, осталось последнее. Далековато. Погоди-ка. Вообще... Так, постойте-ка.
там на карте есть дырка. Ёб твою мать, ничего себе. Ну, по идее, я вот так и пришел сюда. По идее. Ау. Ай. Блин, вот бы скамеечку. Было бы шикарно. Наверху есть скамейка. Окей. Нихера себе. А, это же рука монархини. Окей, окей. Светлые коготки. Скручивание из нитей смертоносных когтей, которые преследуют врагов. Окей. 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 Фрэнк!
Откройте все умения с шелком и установите с ними связь. Ёп, твою мать. Классно. 7,3. Редкое дерьмо. Ошалеть. Совершенно незнакомая локация, что ли, какая-то опять? Вау. Вау. Блин. Так. Понял. Горпит. Чего, блядь? No. А, погоди. А, так нельзя. Хорошо.
Блин. Ай, блядь, нихуя себе. От колючки отскочить нельзя. Пока. Нельзя. Привет, Корта. Не то чтобы нельзя пока. Это... По ним прыгать вообще в принципе невозможно. Не паникуй, не паникуй. Дурак, ёб твою мать. Одна ошибка, и ты ошибся. Да. Да блять, ну что ты? Так, сейчас. Ай, мамма мия. Вот конч.
Давай, давай. Сам себя не подбодришь, никто не подбодрит. Верь в себя, как говорится. Да ты, ну прям, ну что за херня? Тихо. Да блять, ну что за нахуй? Да пизда! Так, тихо. Вот, блять, сука, ну это я просто не знаю. Да что с тобой не так? Вот ты еблан, блядь. Бля, ты еще тут сдохни. Да блять. Так.
Ой, ну дурак. Ну дурак. Блять! Ебал, дремал, бля. Но это путь боли, да. Это вот самое что ни на есть. Путь боли, Silksong, нахуй, блять, Edition. Так, ладно. Сейчас. Так. Можно. Это... Так. Альпинистская хуйня. Так. Ну, типа того. Там... Сука, я и забыл, что она диагональная. Я забыл, что она диагональная. Да мать твою.
Да. Что, блядь? Ебаный рот. Куда? Ёб твою мать. Охуеть, а чё не зацепился? А, фак. Так, окей. Блять, вот с этим дерьмом делать платформенный пиздец, это я ебал. Я, бля. Нахуй. Вот это говно вообще, блядь, неиграбельно. Вообще невозможно. В рот его просто наоборот, нахуй.
О боже мой. Блять! Чё за хуйня? Я мискликнул, пиздец. Ясно, блять. Ну и дерьмо, пиздец. Ну понеслась. Сука, я не знаю, что со мной не так. Ну, блять. Да куда ты нахуй? Ух ты, ебать. Да ну нахуй, блядь. Ой, иди нахуй, а. О-о-о.
блядь, долбоёб, сука! Да что это за хуйня была, блядь? Мингли, мингли, мингли. Ёбаный рот! Хули так произошло, пиздец? Ебать! Ха-ха-ха. Ну это пиздец. Это пиздец просто. Это, короче, самый сложный платформенный уровень во всей игре. Просто уверен в этом, блять. Сложнее этого нахуй просто ничего нет. Ну это ебал его рот, просто пиздец. На клавиш или контроллер. Контроллер? На клаве я платформенные игры как бы играю, но просто уже все. У меня клава уставшая. Она бы тут вот просто уже разбитая валялась бы, наверное. Не то чтобы я как долбоёб разбиваю свои вещи, ну просто она реально уже старенькая. Ну кнопки, там уже все. Пизда. Так, подожди. С антидепрессантом или без ха-ха-ха. Ксанакс. Ты долбоёб нахуй, бля, боже, сука. Бля, еще это ебаное отопление дали. В комнате душно, пиздос. Форточка открытая стоит, но не спасает. Так, ладно. Все. Все.
Шо? Иди нахуй, блядь! Ты видел это дерьмо? Он меня, блядь, толкнул, я об шипы, блядь, на респаун, нахуй. Охуеть, блядь. А уже если я бы не смог, я бы умер и сразу отключил батарею сам. Не могу дышать в этой духоте. Страшно даже писать в чат, чтобы ты не сдох. Ха-ха-ха-ха. Пиздец. Twitch предлагает мне взять за баллы канала не ругаться в теме. Сука, наконец-то! Блять. Они понимают, что это будет только начало, и если не обретут свободу, им придется искать свой путь заново. О, дитя черва. Неудивительно, что именно ты встречаешь меня здесь. Ты следуешь за мной или же зовешь меня воистину, я бы не искал земель внизу, если бы не твои великие деяния в них. Однако, пройдя их вдоль и поперек, какие диковинные виды я узрел. Огненные озера, дебри лесов, поглощенные песком и скованные холодом пещеры. Удивительные места, все до единого. Но учитывая их поглощение и пустотой, мы с тобой, возможно, последние, в чьих воспоминаниях они останутся. Я не могу допустить такого исхода, глашатай. Я делаю все, дабы спасти это место как для себя, и так и для обитающих в нем жуков, кое еще остались живы. Как тот, кто видел на своем веку столь многое, скажи мне прямо, считаете ли вы мои старания тщетными? Я? Ты, разумеется, можешь меня спросить, однако я не могу дать тебе четкого ответа. Мне неведомо, какими может быть исход. Мое видение всегда слишком затуманено настоящим. Только путешествие, только настоящее, такова моя цель и смысл существования. Устремляться настолько далеко, насколько хватает взора. Если кто-то еще способен постичь это состояние, дитя черва, то, полагаю, это ты. Хотя, может, быть может, пока еще нет, не в эту пору. Возможно, в далеком будущем, когда твои деяния вновь меня призовут. Увы, я должен поспешно покинуть эти содрогающиеся пещеры. Дороги, по которым нам с тобой предстоит следовать, могут быть долгими и извилистыми, но, надеюсь, ты тоже познаешь многие радости на своем пути. Жесть просто. Тараканы. Ауч. Безымянный город? Ха. Что? Теперь лишь ветер. Друзья поддались соблазну. Нашептывают сладкие обещания. Теперь лишь ветер. Ползучие зовут. Нашептывают сладкие обещания из глубин внизу. Теперь лишь ветер. Друзья поддались соблазну. Нашептывают сладкие обещания из глубин внизу. Друзья поддались соблазну. Ползучие зовут. Теперь лишь ветер. Нашептывают сладкие обещания из глубин внизу. О. Сувенир с поверхности. Сувениры можно выставлять у себя в дома. Потертое украшение безымянного города, что стоит высоко над... О.
Так, а с другой стороны что? Скрилл. Обычный ползун, обитающий под слоем песка. Этот наземный житель не тронут шелком. Он полностью сохранил свою сущность. Влияние монарха, должно быть, не настигло его. Чисто хавчик. Да, Фенестра. Впереди простирается бескрайняя пустошь, и если я пресеку их сейчас, Но я не Фарнум буду пойдет в черную пользоваться. бездну. Накоплю, может, 5к, чтобы заказать игру. Twitch предлагает мне взять за баллы канала Не ругаться. А, понял. Предложить, то есть. Ну да. Но обычно предложенные игры, ну, просто предлагается. То есть не обязательно их играть. Так, спускаемся в фарм. Я так и понял, хаха. Да. Но в целом предложенные игры тоже играются. Есть хорошие, интересные. Ну, бывает такое настроение, когда что-то прям в тему. Вот тогда да. А Чеза поделись историей за 50? Рассказываешь историю? Ну, типа ты делишься историей. Чё делал там? И так далее. Просто раньше у меня не все сообщения читались, а именно те, что за баллы. И, например, вот используя 50 баллов, они могли, ну, с озвучкой кинуть историю. Ну, типа, ребята. Ребята. А что такое предложить опрос и модераторский опрос? Модераторский опрос, предложить опрос. Это, скорее всего, что-то твичевское. Ну, точнее... Ну, скорее всего, предлагаешь опрос. Провести опрос, например, какую игру пройти и все такое. Но ни разу не юзали вот так вот, типа, наградой предложить опрос. Humta Osh Yanaga Moshke Вошке. Так, ладно. А не ругаться это сколько весь стрим? Или несколько минут? Ну я просто стараюсь не ругаться. Если прям вот такое вот дерьмо происходит, то да. Бывает несколько минут. А так, ну, в целом идея такая, что надо весь стрим продержаться. Ну точнее, как бы, да, типа просто не ругаешься весь стрим.
Так. Все нашел, все амулеты. Остались орудия. Добудьте сердце из пыльцы. Лесное сердце. Лесное сердце. То есть оно в панцирном лесу, что ли? Ну, погнали. Есть какой-нибудь сайт или что-нибудь вообще, чтобы найти весь полный список якутских игр, а то чисто по новостям могу найти. Один раз офигел от одной игры. Оказалось, что наши сделали очень прикольная игра, полностью с кайфом прошел. Там на стене было написано «Итарасу и Умайару» латинскими буквами, у меня челюсть выпала, прочитав. Ну вообще сейчас наших игр полно, на самом деле. Ну как полно? Типа выходит повсеместно. Выходил Сеттах. Вот Сеттах выходил. Что еще? Скоро Харамаран выйдет. Так. Ну еще выпускали там типа наши разработчики Tower Defense, была одна типа, ну типа Metroidvania, хотя по большей части скорее она как игра на линейное прохождение. Повышение уровня для C1X 666 случай LVL13. С повышением уровня. А тебя, может, какая-то конкретная игра интересует? Ну, может, жанр какой-то конкретный? Ну, так просто прям сразу на обум не скажешь. Не вспомню. Головоломки есть. Драболлар Мхайбар Манранюала Роллар. Привет, Мау.
Как жизнь на Уоллен. Да хорошо. Вот, прохожу игру на 100%. Чуть-чуть осталось. 92% стало. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Участвовал в каком-нибудь хакатоне недавно. Не. Сейчас я же работаю. Просто хочу быть в курсе, было бы классно, если бы был в нете сайт с полным списком наших игр, вышедшие в разработке. И суд. Ну вообще, надо бы предложить одному чуваку такую идею. Есть сайт с играми вообще в принципе. Но там игры разные. Ретро и там прочее, флеш игры, вообще куча всего. Но вот именно, чтоб там якутские были, может быть есть? Отыграл в игру от якутских ребят Протания, Вечный мир злоты. А, вот это вот не играл. Да, вот как называлась эта игра? Ирбетон, по-моему. Да. Она в Стиме есть. Ирбетон. Блин, как этот сайт В назывался? Стиме бы, например, написать текст АХА, и был бы список, но такого нет. Ну, теги надо бы, да. Чтоб люди писали. Сыграй на досуге, приятный, очень смахивает по стилю и саундтреку старой японской игре Юминики. Ну да, мне его рекомендовали. Но прерываться что-то неохота от этой игры. Потом сыграю. Или Амури. А, я понял. Типа она как на RPG Maker сделана, да? Типа. Ну, выглядит так. Ага. Понял. Так, сейчас закину ссылку. Вот. Это Линк. телеграм-канал. Саундтрек хороший. Там есть сайт с играми. И там можешь поиграть вообще что угодно. Там дохуя всего. И там можешь прям спросить, типа... Ну, типа, не можете сделать ссылки? А, точнее, категорию игр. Типа, якутские игры. Владелец, ну, вот отсюда. Скэнэш 30 Догдан, Скэнэш 30 Догдан, Скэнэш 30 Догдан, Скэнэш 30 Догданс. Догданс. Я, если честно, не понимаю, как мне... А ты ждешь Silent Hill Rev? Но обязательно поиграю. Но... Что-нибудь В знаешь про в целом- Гапецов? Они же в целом, вроде да, переименовали скорее. студию и делают или уже сделали новую игру. Братья Готовцевы. Я их братьями Сайдутовыми называю. Они ж типа, и так сойдет. Вот такие ребята. Но... Тот же фантастик у них. Ахахахах. Тот же фантастик у них.
Они что-то там пытались, какую-то игру выпускали, типа сетевая была, но потом она быстро сдулась. В общем, они репутационно, ну, сдохли, по идее. И очень странно вообще было выпускаться под тем же названием. Могли бы продолжить совершенно другим названием. Но нет, они как фантастики пытаются дальше. Чё-то одни братья тащат в Якутске в Генди. Ушниц, Кайдер, Готовцевы. Ну, типа, да. Но Готовцева не то что тащат, а просто втащили, скорее всего, въебало якутскому геймдеву. Ну вот они это сделали, да, в принципе. Но не тащат точно. Ох, печально. Да. Ну, я не люблю о них говорить, потому что негатив один. Вообще. Ну, нельзя же о них адекватно, ну, говорить. Это же невозможно. Ну, это же реально пиздец. 100%. Вообще, типа есть такие тусовки, как бы это сказать, типа геймдев тусовки, и бывало после всяких разных таких типа геймдев сходок там шли на автопати, и там, ну, просто в бар сидели, и каждый, сука, раз... Хакатона имеешь в виду? Каждый, сука, раз кто-нибудь начинает говорить про ёбаный The Day Before. Ну, прям реально, ну, это уже всех заебало. Ну, обязательно какой-нибудь один, блядь, долдон начинает, типа... Блять, а ну, типа, вот это вот, блядь... The Day Before, блядь. И как бы все понимают, что тема, ну, просто дерьмо. И говорить тут не о чем, но... Типа вспоминаю до сих пор до провала этой игры. Ну, практически, да. Ну, сейчас вот давненько я не виделся, но в целом... В целом, я вот хочу сказать, что хотя бы один придурок начинает говорить об этом. Кто-то пытается защитить эту игру. Да нет. Что там защищать? Ну, типа как выступать адвокатом педофила, типа, я не знаю. Ну, в том плане, что это заведомо проигрышный вариант, типа. Выследите похитителя памятной вещицы Гилли, который оставил звонку алтаря. Готовцев педофил уай. Не знал. Ты чё, дурак, блядь? Я просто привел такой пример, то что это все равно, что защищать, ну, педофила на суде. То есть защищать фантастик, братьев Готовцев с их провалами и там прочее, это заведомо... А ты типа сравниваешь ситуацию. Ну, конечно, блядь. Пиздец. Ай, тяжело. Это заведомо проигрышная позиция. Тяжело.
О, нифига. Да, это отлично пишется в мою коллекцию. Ничего себе. Потрепанный указ из цитадели. О, жук, пусть глаз твой хрип или панцирь стал хрупок, ты призван к святейшему служению. Стань же нашим светом, нашим проводником во тьме, дабы другие достойные смогли зайти наверх и присоединиться к священному песнопению. Загадочное яйцо. Невероятно древний артефакт, на внутренней поверхности которого искусно выгравировано множество символов, многие из них невозможно понять. Нет воли, нет себя, лишь тень. Прикольно. Сувенир от героя. Повышение уровня для Морган Фриман Чулика LVL5. С повышением уровня, поздравляю. Читон Ран это про чучелную игровеку, да? Ран... Нет, это другое. Но в целом это хоррор, да. Но там... по-другому все. Я вот проводил с разработчиком этой игры подкаст, кстати говоря. И в конце подкаста мы играли демку этой игры. То есть там есть эксклюзивные кадры этой игры. Но это прикольно было. То есть это хоррор от первого лица, где ты по классике жанра занимаешься поисками предметов, читаешь записки, все в таком духе. Может, там все изменилось в этом плане, но там также будет завезен старый якутский алфавит, то есть даже практически древний. Он типа на рунах будет. И чтобы продвинуться дальше по сюжету, там необходимо будет переводить эти руны в записки, и чтобы оттуда какой-то такой смысл выходил. Там что-то такое было. В плане графики игра прикольная, но самое главное это его детализированность, понимаешь? Там, как бы тебе передать это... Вот в той демке мы находились вот в домике в деревне, и в этом доме прям столько атрибутов 90-х годов, типа, вообще офигеть. Это просто окно в прошлое. Эта игра, это так, просто такой балдеж в этом плане. Диски там, комп там всякими разными этими запущенными старыми приложениями там. Бырпахат Борисова. ИП Борисова. Всякие разные там предметы, там прочее. Капец, там много всего. Ну там человек, который работает над этой игрой, такой умеет очень хорошо работать с 3D. И поэтому это прям его сильная сторона этой игры будет. К
Где посмотреть, тут или на ютубе? На ютубе, да. А ты сам тоже разработчик? Да? Ну пока серьезно не взялся за свою игру. Нахожусь, знаешь, типа в бесконечном росте опыта. Все думаю, что недостаточно. Сам я в игровой компании работаю. Сам я в игровой компании. И там потихоньку, вот считай, опыта набираюсь. Блять, а как туда попасть?
прохождение смотришь, да? Сонор Литер. Ну, да. Я просто реально хуй его знает, куда идти. Или может это на завтра оставить. Так уж и быть. А то просто, ну реально, уже 2 часа ночи. Не, ну игра очень классная. Игра очень прикольная. То есть я мало какие, ну, какие игры прохожу на 100%. Вот это вот прям реально хорошо. Достойное внимания. Ну просто она мне по жанру очень вкатывает. 10 дней по 6 часов. Ну по-разному. По-разному. А у тебя там Call of Duty, да, прохождение? Блин, я тоже хочу в Call of Duty вкатиться. Это же вообще такая замечательная игра. Тупо сидишь, играешь, с пивком стреляешь. Блин, пострелять я хочу. Эх. 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 Уже Battlefield, Call of Duty все прошел. Все Call of Duty прошел. Теперь батлы пошли. И сейчас на какой батле остановился? А Medal of Honor? Medal of Honor же еще есть. Медаль будет после батлы. Ебать. Хорош, хорош. Надо будет как-нибудь зайти. Так, ну ладно. Все. На этом все. На сегодня. Хорош. Давайте будем прощаться. Может быть, увидимся завтра. Может, послезавтра. Но надо бы завтра. Ну, типа, чисто добить игру. Надо бы на финал пойти. Если же завтра не будет финала, то тем более. Ну, в плане надо на 100% игру пройти. А там, ну, реально всего ничего осталось. Чуть-чуть. 8, сука, процентов. 8% осталось. Да. Ну все, давайте. Спокойной ночи. И всем пока.